Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Итак, мы снимаем второй блог про путешествия. На этот раз мы решили выбраться в горы и добраться до Сальты. Точнее, конечная точка у нас Хухуй. Итак, мы снимаем второй блог про... Проехав 150 километров, мы поняли, что забыли чемодан с вещами дома, из-за чего наш маршрут пошел по берегу. Не забывайте чемоданы, ребята. Как обычно, мы распланировали наш маршрут заранее. Он включал в себя Росарио, Кордоба, Тукуман, Сальта, Хухуй. Но вот как все вышло на самом деле. Поделитесь вашими впечатлениями. Дороги готовы. Что там? Кстати, это, по-моему, второй пост из 3, где нас остановили. Короче, они расставили конусы. Якобы я не вовремя притормозил, потому что в правилах Аргентины есть пункт, что нужно притормаживать до 30. Он сказал 30-40, а я ехал типа 100. И ты притормозил, когда только их увидел. Якобы это штраф. Он сказал, что вот чек. Показал мне чек, вот типа 25. Я говорю, а что это за чек? За что этот штраф? Он такой, ну вот типа потом давай. Я говорю, ну у меня вот есть 3000 песо. Он такой, не-не-не, $100. Нет, $100. Я говорю, давайте 5000. Он такой, я типа не хочу рисковать ради 5000. Сейчас позову своего коллегу, чтобы подтвердить, что я с тебя ничего не взял, и я тебя отпускаю. Я такой, окей. Мы подождали, пришел друг, они такие поугорали, он пожал мне руку, типа такой, всего доброго. Я сказал, что я не успел изучить правила аргентинского там ПДД, перевел ему, такой, ну, жалко. А это сейчас центр или не центр, Олег? С Кордобы, правильно сказала, да? Кордоба с Росарио? Слушай, по карте это центр. Серьезно? Ну, близко к центру. Да, это почти центр, да. А можно еще больше решеток просто? Решетки на решетках, мне кажется. Доброе утро. Доброе утро. Как твои впечатления от первой ночи в Кордобе? Было довольно тихо. Пару раз смотрел, не украли машину. В целом все хорошо. Иван, ты выспался? Мальчик, который лег в 7, проснулся в 7. Тань, пол-рум-тура занимаешь. Пол-рум-тура. Малышочек уже уснул, а мы отправляемся дальше. Проходит безопасно для жертв. Что нас охраняет колючая проволока, если что, можно приглядеться слева. Слева спокойной ночи. Куда дальше, Олег? А дальше мы держим путь в Тукуман, где нас ждут горы. Надеюсь, хорошая погода. А соляные эти, как их называется? Пустыня. А? Пустыня.
А соляные пустыни, я думаю, оставим на потом, когда будет солнышко. Сейчас будем просто мечать. И надеюсь, что будут красивые виды. Олег, давай машинного контента, поделись своими впечатлениями от Кордобы. Мы сейчас еще проехали ее, да, уже? Да, мы почитали, что Кордоба – это один из крупнейших городов Аргентины. И почему-то я ждал от него какой-то другой масштабности в плане более развитой, наверное, развитого города. То, что мы видели, немножко расстроило, наверное, меня. То есть я не видел какой-то там архитектуры, природы. Это двухэтажные, трехэтажные дома бетонные, очень мрачно, многие разукрашены всякими цветами, и это как-то их спасает. Можно даже справа увидеть, большинство это самодельные все постройки, мало высоток. И пока что не впечатляет, честно. Надеюсь, на обратном пути мы заедем и посмотрим, что здесь реально можно увидеть интересного. Пока расстраивает, честно. Олег, знаешь, у меня есть комментарий к твоему высказыванию. Как сказал один великий мыслитель, твои ожидания, твои проблемы. Да, но просто расстроен. Очень много мусора, очень все. Футбольное поле, я бы здесь, кажется, футбольчик поиграл. В общем, заехали мы на обратном пути домой еще раз в Кордобу. Поменяли свое впечатление о городе. Если первый раз мы боялись за свою безопасность, то сейчас есть на что посмотреть. Довольно интересные дома. Понравился конкретно район Нуэва Кордова. И мы решили, что еще раз можно будет заехать и снять отдельный выпуск конкретно про данный город. Конечно, показываем улицы. Контрасты. Контрасты покажем. Контрасты покажем вам. Давай нормально скажи. И обязательно покажем вам контраст между старой Кордовой и новой. А вот 3 неочевидных факта о Кордобе. Город имеет наибольшую плотность студентов в Аргентине, что делает его центром образования и интеллектуальной активности. Также здесь одна из самых высоких концентраций пабов и баров в Аргентине. Город славится своими великолепными патио, которые можно посетить во время фестиваля патио весной. Внепланово решили развернуться и посетить соляные пустыни, которые недалеко от Кордобы. Есть еще более масштабные, да, Олег? Мы немножко заблудились. Вот у местных Олежа уточняет, что, кого, куда. Вот такие вот местные домишки. Очень атмосферненько. Снова атмосферненько. Ой. Олег делает вид, что он что-то понимает. Почти подъехали до соляных пустынь. Как тебе виды? Очень красиво. Я его спрашиваю. Пройди здесь. Да. Вот здесь прям. Вот здесь. Ноги снимаю. Это нет, он дурак, что ли? Вот так, туда. Скажи вообще, соляные пустыни. Попытка номер 2 найти магазин. Мосты у меня открытый. Очень опасно, очень опасно. Пошел спрашивать и искать. Все-таки нашли магазин. Подбежала девочка, начала что-то говорить. Видимо, просить деньги. Плохо видно.
Мы сняли домик в горах, но в итоге мы не успели до того, как стемнеет. Пошел ливень, мы в итоге доехали до подножья и поняли, что мы просто не видим дороги. Смотрим другой отель поближе. 4-7 отель. Ценника. Далеко? Километров 3-4. В горе или от горы? Нет, 11 километров от горы. Обратно. Можем попробовать. Можно прям подъехать к ним и, собственно, сказать, что мы хотим у них переночевать. Я думаю, что это план. А нет смысла сейчас переписываться с ними и комбинировать. Олег, каково это ехать в темноте? Вот сейчас, мне кажется... Дождь немножко успокоился, и мы решили, что все-таки мы хотим больше в горы. Менять личный настрой на горы. А если нет встречки, то меня не слепят, и нормально вижу дорогу. Так что... Сейчас ограждения пропали, мне кажется. Да? Ограждения по бокам. Вроде есть. Мы добрались до домика. Олег там сейчас разруливает вопросы организационные с оплатой и прочим. Просто восхитительная женщина нас встретила. Почувствовали себя аргентинцами, поцеловали в щечку. Все вот это стандартное. Ола, como estás? Лапушки такие. Мы наконец заселились. Хотели поехать в Рести поужинать, но, к сожалению, Эван устроил истерику, и мы заказали эмпанады с надом. И пока это самые вкусные эмпанады в моей жизни. И вино очень хорошо заходит. После сколько часового трипа нашего? Сколько мы ехали? Сегодня 7, наверное, часов. 7 часов. Заездом над пустыней. Часть из которых это поднятие в гору. Понравилось тебе гонять по серпантинам? Да, серпантины топ. Это качественные дороги. Очень приятно было ехать. Но изнанка такого длительного автопутешествия — это оры Эвана. Ну, прибавляешь музыку и... Упс, Эван. Решили мы выбраться с Эваном погулять возле домика. Виды, конечно. Он сегодня проснулся пораньше у нас. Посмотрели в окошко. Там лошадки. Да, идем смотреть на лошадок. Вот они. Только держись. Сейчас мы заварим кофейку, пожарим яички, и можно будет двигаться выше. Нам вчера арендодатель посоветовала очень крутое место, что-то Саграда Фамилия, какое-то историческое место, выше 3000 километров. Нужно будет подняться. Вот, она сказала, что это место, которое обязательно нужно посетить, если вы тут. Вот. Так что мы сейчас позавтракаем туда, ну а потом уже, собственно, в Сальту, ближе к обеду. Олег, хочется уезжать? Нет, мы не уедем, мы поедем дальше вверх. Потом... есть смысл вот с такими облачками ехать вверх? Я думаю, есть. Во. Видишь, там все равно как-то переменчивая облачность, там вообще... Да, очень здорово. С таким видом даже посуду мыть хочется. Конечно, я вру, потому что посуда не помыта.
окна, Егор, нужно еще сфоткать, не забудь. Я поняла, почему в фильмах пьют из пустых кружек, когда снимают. Чтобы не было этого слышно. Пришли покушать. Мега атмосферное место. Олег все эти штуки головой задел. Все. На этот раз мы решили не загромождать видео лишней информацией. Маршрут нашего путешествия, рекомендации по отелям, ресторанам, кафе и локациям мы вынесли в отдельный гайд. А самое главное, в нем учтены наши ошибки. Подробности в следующем выпуске. Олег, что будешь брать? Пьяную свинью. Так мы и заказываем всегда блюда в ресторанах, открывая Google переводчик. Мне нельзя пиво, хоть свинью пьяную возьму. А, кстати, фишка местных заведений, они перед подачей еды приносят вот хлебушек с какой-то Или соусом. не начинкой, это как это? С штукой, которую мажут хлеб. Вот такие знаки по пути попадаются. Не знаю, почему они против. Итак, мы направляемся в Quilmes Ruins. Это место, которое посоветовала нам наш арендодатель. Получается... Все хорошо. Ехать около 80 километров, 1,5 часа по серпантину. Но я думаю, мы с кайфом проведем это время. Ждите, когда мы доедем. А потом я покажу, как я уезжаю. Приветики, пистолетики. Это от старых штиблет. Кактусы в виде факелов. Такое большое количество остановок мы еще не делать, мне кажется, ни в одном путешествии. То как вот можно проехать эту красоту? Мне кажется, это невозможно. Ребята, не могу это не показать вам. Это просто... Проезжали мимо какого-то музея, решили остановиться. Смотрели, это
Кажется, музей Пачамама выглядит очень прикольно. Жалко, что закрыт сегодня, потому что выходной день. Почти доехали, оставалось там километров 15 и наткнулись на... Здрасте. И наткнулись на вот такое перекрытие дороги. Узнает, с чем связано перекрытие дороги. Будет обидненько, конечно, мы не доехали буквально там километров 10 или 15. А план был через ту точку доехать дальше до Сальта. В общем, осталось нам доехать буквально 5 километров. И мы наткнулись на ограждение. Здесь стоят какие-то коряги, палки. И написано то, что пароход закрыт в связи с потерей денег. Что такое? А и стоит женщина. Я подошел к ней, спросил, можем ли мы проехать. Она сказала нет. А после выборов в воскресенье, в понедельник вечером, деньги были потеряны якобы в размере 10 миллионов песо, из-за чего община сосредоточилась на поиске этого человека и решили закрыть полностью территорию. Так что мы едем дальше в Сальту. Как-то так. Слышала, у нас снова смена планов, да? Я сейчас думал о том, что в начале путешествия я перечислял список городов, и где мы поедем, и понимаю, что вообще у нас все пошло через другое место и через другой маршрут. Сейчас мы едем в Кафаяте, а потом в Сальту. Дегустировать винишко кто-то будет. В Кафаяте же винишко, да? Да, опачки. Проезжая мимо провинции, мы действительно ощутили, что футбольная страна – это не просто пустые слова. Тут футбол играют везде. Вот так пилится контент. Он похож на боковой арбитр, угловой арбитр. Расскажи про ситуацию, которая снова с нами случилась. Мы не подрасчитали немножко бюджет, и что на заправке будет уходить порядка 100 тысяч песо. 140. 140 тысяч Даже песо. больше. Да, почему-то я про это не подумал, к сожалению. Из-за этого у нас стала проблема нехватки песо и нехватка долларов наличкой, чтобы мы могли это обменять. У нас есть виртуальная карта, где есть доллары, но ее никак нельзя использовать. И крипто. Да, то есть они сказали, что завтра будут работать обменники, но все равно принимают только наличку. То есть им нужно наличными, дать им доллары, они дают наличкой песо. Вот, мы думаем сейчас, как снять через Airbnb за дорого, через виртуальную карту, но в долларах возможно. Либо мы платим сейчас в песо и надеемся, что завтра мы найдем, как обменять и как найти песо. Вот.